Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? В то время как с каждым новым фильмом франшиза Терминатор скатывается все глубже и глубже в пепел ядерного огня, игры по мотивам киборга-убийцы чувствуют себя очень даже неплохо. У нас уже есть годный шутер Terminator Resistance, совсем недавно вышла олдскульная стратегия Dark Fate Defiance, пора покорять и иные жанры, например, модные нынче выживачи. Встречайте Terminator Survivors. В одиночку или в компании 3 товарищей мы будем добывать ресурсы, строить убежище, искать сведения о Скайнете и мочить киборгов в открытом постапокалиптическом мире. Помимо машин, воевать придется также и с мародерами. В арсенале будут не только пушки, но и оружие ближнего боя. А кроме того, в описании игры упоминаются некие стелс-миссии. За основу авторы взяли первые 2 фильма, то есть никаких богопротивных продолжений. Terminator Survivors появится в раннем доступе Steam 24 октября. А 26 октября франшизе стукнет ровно 40 лет. Версии для PS5 и Xbox Series тоже будут, но позже. Новый Терминатор был анонсирован на шоу издательства Nacon, а кроме этого там показали и новую игру студии Spiders Gridfall 2 The Dying World. События развернутся за 3 года до сюжета первой части. В роли протагониста выступит абориген Тирфради, которого насильно перевезли в Старый Свет, опустошенный войной, болезнями и терзаемый политическими интригами. Мир игры будет больше, чем в первый Gridfall. По-прежнему придется налаживать отношения с фракциями, среди которых будут как новые, так и уже знакомые, и собирать компаньонов, кои обещают обзавестись более глубокими характерами. Боевку переработали и увели в сторону тактики. Управлять мы будем уже не одним героем, а сразу группой из 4 лиц. Но что конкретно это значит в геймплейном отношении, пока толком не ясно. Gridfall 2 The Dying World явится этим летом, пока только в раннем доступе. Ну и коротко о еще одном анонсе с шоу Nacon. Создатели Warhammer Chaos Bane представили Dragon King The Banished, и это опять же ролевой экшен-диаблоид с поправкой на кооп. На повестке дня Dragon King огромный мир с кучей биомов и нависшая над ним угроза в виде орд чудовищ, возглавляемых драконами. Выйдет игра в феврале 2025 на ПК, Xbox Series и PS5. Еще помните анонсированную 3 года назад игру «Милиционер», где мы должны сбежать из-под надзора гигантского служителя порядка? Так вот, производство все еще продолжается. Авторы в шутку называют проект симулятором свиданий, так как от дяди Степы придется не только прятаться, но и завоевывать его доверие, говорить комплименты и задаривать подарками. Вдохновлялись создатели серии Hitman и Dishonored. Из них они позаимствовали внимание к планированию своих действий и иммерсивности. Чтобы раскрыть сюжет игры в полной мере, в милиционера ввели несколько героев. Таким образом, динамика отношений между игроком и милиционером работает лучше. Изначально планировалось, что игрок будет вести диалоги, говоря в микрофон, но реализация механики оказалась слишком сложной и трудозатратной. Так что разговоры будут по классике, с вариантами ответа. Прохождение займет около 10 часов, но это будет зависеть от скилла пользователя. Когда дядя-милиционер выйдет погулять, все еще неизвестно. Разработчики Last Epoch, вышедшие в конце февраля и сломавшиеся под напором игроков, приоткрыли свои планы по развитию проекта. Во-первых, авторы намерены ликвидировать баги и повысить удобство игры, что сделают уже на этой неделе. Апдейты будут выходить регулярно каждую неделю. Серверы удалось подкрутить так, чтобы они смогли стабильно принимать более 200 тысяч игроков. И сейчас студия продолжает работу над улучшением сетевой инфраструктуры. Фиксятся также и косяки в локализации. В ближайшее время намечается патч 1.1, который внесет правки на основе отзывов игроков, а также расширит эндгейм. В приоритете у авторов сейчас комфортная игра на геймпаде, так как Last Epoch намереваются портировать на консоли. На данный момент игра доступна только на ПК. Лукас Поуп, ответственный за инди-хиты Papers, Please и Return of the Obra Dinn, готовит к выходу следующий проект под названием Mars After Midnight. Симулятор работы сотрудника Центра поддержки марсиан. Вот, правда, большинство из нас вряд ли в нее сыграет. Mars After Midnight станет эксклюзивом консоли Playdate. Это та самая, которая заводится специальной рукояткой. Но ежели вы вдруг владеете этой малышкой, отмечайте в календарике 12 марта.
2024 запланирован выход UFO 50, сборника 8-битных игр самых разных жанров, одиночных, мультиплеерных, головоломок, рогаликов, платформеров и прочее, и прочее. И нет, это не переиздание какой-то алдоты, но вдохновленный алдатой 50 новинок, над которыми работают авторы Спеланки, Downwell, Catacomb Kids, Time Barons, Madhouse и другие. В сборнике будет свой сквозной сюжет. Все игры в UFO 50 создала некая малоизвестная, но опережающая свое время компания из 80-х. Некоторые игры сборника будут сиквелами других игр из того же сборника или будут иметь общих персонажей и вселенные. Среди платформ пока заявлен только Steam. Команда Funcom собирается поделиться новыми подробностями ММО-выживача Dune Awakening. Но всему свое время. Говорят, мол, вот придете 4 марта в 8 часов по МСК на стрим, все и узнаете. В рамках шоу покажут трейлер с демонстрацией того, чем мы будем заниматься на Аракисе, и короткометражку на тему создания миров от книг к фильмам и к игре. Dune Awakening выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series неизвестно когда. Страшное слово «масштабная реструктуризация» теперь прицепилось и к Electronic Arts. Увольнениями нескольких сотен человек единовременно уже никого не удивишь, а вот, скажем, отменой шутера по Звездным войнам про Мандалорца, которым занималась студия Respawn, вот это уже новостной повод. Игра находилась на ранней стадии производства, и ее решили отменить в пользу третьей части похождений Кала Кестиса, ну и на Apex, чтобы времени разрабам хватало, разумеется. EA отменила целую кучу тайтлов, включая лицензионных, потому что вот такой нонче у нас бизнес, а кормить мы вас будем играми с большими открытыми мирами, огромным сообществом и играми-сервисами. Ну, прям все как мы любим. Последнюю надежду на сингловые Battlefield студию Ridgeline Games электроники закрыли, а оставшихся разработчиков перевели в Ripple Effect, которые занимаются мультиплеером. Двойные косари на этой неделе получают сразу два блога, посвященные игровой музыке. Между прочим, очень важный игровой элемент. Во-первых, товарищ Зельцер порадовал статьей, посвященной творческому пути Фрэнка Клепаки, а именно истории его музыки в CNC и Red Alert. А вторая награда достается Кугууме, поведавшему о том, откуда произрастают корни мелодии Скеллиги из третьего Ведьмака, главной темы первой Готики и других игровых композиций, имеющих глубокую историю. За наградой ломитесь ко мне в личку на нашем сайте. Да и всем остальным настоятельно советую почаще заходить на stopgame.ru и чекать свежие материалы от наших авторов. Вчера вот у нас появился текстовый обзор свежей стратегии Solium Infernum от Джуби. Так что приятного ознакомления, ну и кошерных вам выходных.